Шкура, кровь и живопись. Ловис Коринд, художник, которого не поняла Германия. Немецкий художник, чья судьба и творчество полны драматизма, вызовов и внутренней борьбы. Он не стремился нравиться ни публике, ни критикам. Его картины поражали, пугали, восхищали одновременно. От сына фермера до одного из лидеров немецкого модерна. Путь, проложенный через смерть, страсть и бунт против традиций. Имя художника, данное при рождении, Франц Генрих Луис Коринд. Звучит довольно помпезно, особенно для сына фермера, пусть и очень состоятельного. Хотя в историю он вошел как Ловис, потому что говорил на нижненемецком диалекте, на котором его имя звучало как Ловис. Он родился 21 июля 1858 года в маленьком провинциальном Тапиау. Городок ничем выдающимся не отличался, потому его первое знакомство с живописью ограничилось вывесками на лавках. Можно сказать, что манера его написания работ уникальна, которая в будущем стала почти вызывающей. Коринд отказался от изображений милых сердцу, но вполне привычных сцен с пейзажами и пухлыми ангелочками. Его работы были сильными, местами даже устрашающими. Но именно это сделало его известным, а затем и неудобным для публики. На выбор сюжетов сильно повлияло детство. Отец Луиса, так его называли в семье, занимался выделкой шкур, а мальчику часто приходилось видеть, как забивают скот. Эти образы надолго отпечатались в его памяти и в дальнейшем были перенесены на холст. В картинах взрослого Коринда редко встретишь тему любви и семейной теплоты, и даже в портрете близких отца и жены не чувствуется этого. Возможно, все дело было в атмосфере дома. Мать Вильгельмина, у которой уже было 5 детей от первого брака, не скрывала неприязнь к младшему сыну, считая его любимчиком отца. Из всех детей Луис оказался наиболее одаренным, способным к языкам. Уже в 8 лет его отправили в Кёнигсберг учиться. Там же он впервые увидел настоящую живопись. Его не привлекала красота античности и академический подход к написанию картин немецких художников. Куда больше его заинтересовала тема смерти, ее мрачная эстетика. Когда мальчику было 13, при неизвестных обстоятельствах умерла его мать. Портрет, написанный Луисом в память о ней, настолько поразил отца, что тот решил отправить сына на учебу для получения художественного образования в большой город. Коринд оказался усердным и целеустремленным учеником. В Кёнигсбергской академии его преподавателем стал Отто Гюнтер. Именно он оказал влияние на интерес у Луиса к изображению обнаженного тела. Эти работы в дальнейшем не раз становились причиной скандалов. Позже, обучаясь в Мюнхене, Луис получил положительную рецензию за полотно «Отелло», представленное в Антверпене. Но даже успехи, первые продажи и похвала критиков не удержали его от сомнительных авантюр, в которые он бросился как в омут с головой. В Париже он попадал в неприятные истории, конфликтовал с коллегами и даже пытался свести счеты с жизнью. Свою боль он выражал на холсте, например, серия работ «Сцена на бойне». Его воспоминания из детства изображена с такой натуралистичностью, которая вызывала у зрителей шок. Некоторые полотна отказывались выставлять даже в те времена, когда Коринд был на пике популярности. Его ню были далеки от академической идеализации. Женские образы на его картинах частенько были довольно провокационные. Так, куртизанка на картине Нана никак не напоминала классический идеал красоты. Он не стремился эпатировать, но шок вызывал почти всегда. Это сближало его с художниками из круга Мюнхенского и Берлинского сецессиона, групп, отвергающих старые каноны. Позже Коринд даже стал главой сецессиона, сменив Макса Либермана. Несмотря на традиционализм немецкой культуры, такие художники, как Коринд, смогли не только привить публике вкус к новому, но и сформировать собственную школу импрессионизма. Его стиль был более массивным, мощным, он впитал дух французского искусства, но остался глубоко немецким по характеру. Это был импрессионизм на максималках,
почти экспрессионизм. Коринт любил жизнь страстно и порой слишком неуемно. Он вложил в живопись весь спектр эмоций. Контрастные мазки, яркие цвета, его работы излучают энергию. Позже он начал продавать свои картины, сотрудничать с галереями, принимать заказы на написание портретов. Это дало ему экономическую независимость и стабильный заработок. Но вместе с ней пришло и опьянение от успеха. Он все чаще настаивал, чтобы его называли великим именем Франц Генрих Луис Коринт, что казалось окружающим странным чудачеством. Первая мировая война, к которой художник изначально относился с энтузиазмом, принесла Германии лишь унижение. Коринт решает уехать в Урфельд, ближе к корням. Там, уже после перенесенного инсульта, с ослабленной рукой и пошатнувшимся здоровьем, он продолжал писать. Болезнь явно отразилась на манере его написания работ. Мазки стали мягче, краски более размытые, но, несмотря на все тяготы, он продолжал заниматься любимым делом. В 1925 году он завершил картину «Се человек» и принимает решение ехать в Амстердам. Но в пути он заболел воспалением легких, что привело к смертельному исходу. Художник умер в Зандворте 17 июля 1925 года. Парадоксально, но спустя несколько лет нацисты объявили его работы дегенеративным искусством. Часть полотен была спасена и вывезена за рубеж, другая утеряна. Тем не менее, уцелевшее наследие Ловиса Коринта сегодня важнейшее свидетельство того, как внутренний мир художника способен изменить искусство целой эпохи. Времена меняются, а искусство остается. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.